Говард Лавкрафт. Храм. Рукопись, найденная на побережье Юкатана. 20 августа 1917 года я, Карл Хайнрих, граф фон Альтберг-Эренштейн, командир-лейтенант имперского военного флота, передаю эту бутылку и записи Атлантическому океану в месте, неизвестном мне. В полдень 18 июня, как было доложено по радио У-61, идущий в Киль, мы торпедировали британский транспорт «Виктори», шедший из Нью-Йорка в Ливерпуль. Команде было разрешено покинуть корабль, который тонул очень эффектно. Сначала корма, нос высоко поднялся из воды, пока корпус погружался перпендикулярно дну. Наша камера ничего не пропустила, и я сожалею, что эти прекрасные кадры никогда не попадут в Берлин. После этого мы потопили шлюпки из наших орудий и погрузились. Когда мы перед закатом поднялись на поверхность, на палубе оказалось тело матроса. Его руки странным образом вцепились в поручни. Бедняга был молод, довольно смугл и очень красив. Наверное, итальянец или грек, без сомнения, из команды «Виктори». Наши люди обыскали его на предмет сувениров и нашли в кармане куртки очень старый кусок слоновой кости, из которого была вырезана голова юноши в лавровом венке. Мой напарник, лейтенант Кленце, решил, что вещь эта очень древняя и большой художественной ценности, поэтому забрал ее себе. Когда тело отправляли за борт, произошло два инцидента, серьезно взбудораживших команду. Глаза мертвеца были закрыты, однако, когда его волокли к перилам, они распахнулись, и многим показалось, что они пережили странную галлюцинацию. Пристально насмешливо эти глаза посмотрели на Шмидта и Циммера, наклонившихся над телом. Его так потряс этот взгляд, что он следил за телом и в воде, и клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члены на манер пловца и поплыло под волнами на юг. Кленце и мне не понравились эти проявления крестьянского невежества, и мы сурово отчитали команду. Следующий день нас очень встревожил. Заболели некоторые члены команды. Они явно страдали нервным перенапряжением, вызванным длительностью плавания, и мучились дурными снами. Море было бурно, поэтому мы погрузились. На глубине волнение не так беспокоило. Стоны больных были решительно несносные, но пока они не деморализовали команду, мы не принимали никаких мер. Наш план был оставаться там до пересечения с курсом лайнера «Дакия», упомянутым в донесении агентов в Нью-Йорке. Рано вечером мы всплыли. Море было спокойно. На севере виднелись дымы эскадры, но расстояние и наша способность погружаться хранили нас. Меня куда больше беспокоила болтовня боцмана Мюллера, который к утру стал еще более буйным. Он впал в отвратительное ребячество, нес чушь о мертвецах, плавающих за иллюминаторами и глядящих на него в упор, и что он узнал в них тех, кто погиб, пал жертвой наших славных германских побед. А еще он сказал, что юноша, которого он нашел и вышвырнул за борт, был их вождем. Это было очень мрачно и нездорово, поэтому Мюллеру надели кандалы и выдали хорошую порку. Наказание команде не понравилось, но дисциплина нужна. Мы также отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы изваяние слоновой кости было выброшено за борт. 20 июня матросы Бем и Шмидт, заболевшие накануне, впали в буйство. Сожалею, что в состав офицеров не входят врачи, ведь немецкие жизни драгоценны. Но нескончаемый бред этих двоих и их ужасные проклятия настолько подрывали дисциплину, что пришлось принять крутые меры. В течение недели мы все издергались, поджидая Дакию. Напряжение усугублялось исчезновением Мюллера и Циммера, без сомнения покончивших с собой из-за преследовавших их страхов, хотя никто не видел, как они бросались за борт. Наконец стало ясно, что Дакию мы пропустили. Такие неудачи случаются, и мы скорее обрадовались, чем огорчились, ведь теперь мы могли вернуться в Вильгельмсхавен. Днем 28 июня мы повернули на север, и, несмотря на комичные затруднения из-за необычайных масс дельфинов, скоро легли на курс. Взрыв в машинном отделении произошел в 2 часа дня и был полной неожиданностью. Никаких дефектов машин или небрежности персонала отмечено не было,
и все же корабль тряхнуло до последней заклепки жутким ударом. Лейтенант Кленце помчался в машинное и обнаружил, что топливные цистерны и почти весь двигатель разворочены. Хотя химические регенераторы воздуха были целы, и мы могли всплывать и погружаться, пока действовали насосы и аккумуляторы. С момента аварии до 2 июля мы постепенно дрейфовали на юг, без карт, не встречая судов. Утром 2 июля мы засекли военное судно под американским флагом, и люди настойчиво требовали нашей сдачи. Наконец, лейтенанту Кленце пришлось застрелить матроса Траута, особенно рьяно подбивавшего остальных на этот антигерманский акт. На время это усмирило команду, и мы погрузились незамеченными. Кленце и я обычно спали в разное время. Когда спал я, около 5 часов вечера 4 июня начался общий бунт. 6 оставшихся свиней, зовущих себя моряками, считая, что застали нас врасплох, с дикой яростью мстили нам за наш отказ сдаться Янке 2 дня назад. Рыча как звери, они ими и были. Они крушили инструменты и мебель, вопя чушь и проклятия костяному амулету и смуглому мертвецу, что сглазил их и уплыл. Я застрелил всех 6. Так было нужно. Мы выбросили всех через торпедный аппарат и остались в лодке одни. Лейтенант Кленце нервничал и беспробудно пил. Было решено, что мы постараемся прожить как можно дольше, пользуясь большим запасом продовольствия и регенераторами воздуха, ни один из которых не пострадал во время бунта. Однако я не мог не отметить пониженный интеллектуальный уровень моего партнера. Со временем он стал заметно несдержаннее, часами глядел на костяную фигурку и плел фантастические истории о забытом и потерянном в море. 9 августа показалось океанское дно, и мы послали туда мощный луч прожектора. Это оказалась просторная волнистая равнина, покрытая преимущественно водорослями и усеянная раковинами моллюсков. Там и здесь виднелись колышущиеся предметы неопределенных очертаний, окутанные водорослями и заросшие ракушками, про которые Кленце сказал, что это древние суда, лежащие в своих могилах. Он был поражен одной вещью — обелиском твердого материала, выступающим над дном фута на 4, фута 2 толщиной, гладким, с ровными сторонами и ровной плоской вершиной. Все углы тоже прямые. Я счел это выступом скалы, но Кленце уверял, что видел на нем резьбу. Немного погодя, он стал дрожать и отвернулся от иллюминатора, будто напуганный. Объяснить, почему он не мог. Говорил, что поражен огромностью, мрачностью, удаленностью, древностью и загадочностью океанской бездны. 12 августа в 3:15 бедный Кленце окончательно обезумел. Он был в рубке, светил прожектором, когда я вдруг увидел его направляющимся в библиотечный отсек, и лицо сразу выдало его. Он зовет. Я слышу его. Надо идти. Выкрикивая, он схватил со стола изваяние, спрятал его и схватил меня за руку, чтобы выволочь из каюты на палубу. Когда я вырвался и попытался его успокоить, он стал еще яростнее, говоря: «Идем сейчас, не надо ждать, лучше покаяться и быть прощенным, чем презреть и быть проклятым». Тогда я сказал, что он безумец. Если я безумен, это милость. Да сжалятся боги над человеком, который в заскорузлости своей останется нормальным до жуткого конца. Итак, он вскарабкался по трапу, я подошел к рычагам и через положенные интервалы совершил то, что обрекало его на смерть. Вечером я пожалел, что не вынул незаметно фигурку из кармана бедного Кленце, потому что меня очаровывало даже воспоминание о ней. Я не мог забыть о юношеской прекрасной голове в венке из листьев, хотя натура у меня совсем не артистическая. На следующий день я поднялся в рубку и начал обычное исследование с помощью прожектора. Я не подвластен эмоциям, но то, что открылось мне в электрическом свете, вызвало громадное изумление. То, что я видел, было обширным и сложным массивом разрушенных зданий, величественной, хотя и неузнаваемой архитектуры, в разных степенях сохранности. Я, сын Германии, буду первым, кто ступит на эти тысячелетиями забытые пути. Я достал и осмотрел металлический костюм для глубоководных погружений.
16 августа я осуществил выход из У-29 и положил путь сквозь разрушенные и заплывшие грязью улицы к древней реке. Я вернулся в лодку, когда батареи стали садиться, решив на следующий день исследовать пещерный храм. Голова светлого бога на скульптурах скалы храма та же, что и на кусочке резной кости, которую мертвый моряк принес из моря и которую бедный Кленце унес обратно в море. Я подготовил свой водолазный костюм, шлем и регенератор воздуха для срочного погружения. Закончил эту поспешную хронику событий в надежде, что она когда-нибудь достигнет мира. Я запечатаю манускрипт в бутылку и доверю ее морю, когда насовсем оставлю У-29. Во мне нет страха, даже после пророчеств безумного Кленца. То, что я видел, не может быть правдой. Я знаю, что это мое собственное сумасшествие, и по большей части оно объясняется кислородным голоданием. Свет в храме — чистейшая иллюзия, и я умру спокойно, как истинный немец в черных и забытых голубинах. Этот дьявольский смех, который я слышу, дописывая, звучит только в моем слабеющем мозгу, поэтому я тщательно надеваю свой костюм и отважно шагаю вверх по ступеням в древний храм, в эту молчащую тайну неизмеримых вод и несочтенных